Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила, и сегодня я предлагаю вам связать со мной вместе вот такие замечательные носочки. Вязать буду из остатков пряжи. Вот у меня осталось Янарт джинс пряжи желтого и белого цвета. Буду вязать из нее. Для начала набираю цепочку из воздушных петель, 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Теперь 3 воздушные петли подъема. С 4 петли от крючка начинаем провязывать 5 столбиков с одним накидом. Вместе с петлями подъема будет 6 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. И петли подъема, вот получилось 6 столбиков с одним накидом. Последнюю петлю вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Теперь накид. Первую петлю пропускаем и вяжем столбик с накидом во вторую петлю. Дальше до конца в каждую петлю столбик с одним накидом. Провязываем с этой стороны тоже 6 столбиков с одним накидом. И в последнюю петлю тоже вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Закрываем ряд соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема. Вот это наш мысочек носка. Следующий ряд начинаем с 3 воздушных петель подъема. Дальше в каждую петлю вяжем по 2 столбика с одним накидом. В каждую петлю 2 столбика с одним накидом, весь ряд. Провязываем так до конца ряда. Закрываем ряд соединительным столбиком и переходим к третьему ряду. 3 воздушных петли подъема. Теперь в эту же петлю вяжем столбик с одним накидом. Следующие 2 петли по одному столбику с одним накидом в каждую. Дальше в одну петлю 2 столбика с одним накидом.
Один столбик в эту петлю, один в эту, потом снова 2 столбика в одну петлю. И вот так вяжем весь ряд. Берем 3 петли, в одну петлю вяжем 2 столбика с одним накидом, в 2 других по одному, потом снова 2 столбика с одним накидом, в 2 других по одному. Провязываем ряд до конца. Закрываем ряд соединительным столбиком и переходим к следующему ряду. 3 воздушных петли подъема. И дальше вяжем узором. Сюда же еще 2 столбика с одним накидом. Дальше одну петлю пропускаем и через одну петлю в петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. Теперь пропускаем 2 петли и через 2 в третью вяжем 3 столбика с одним накидом. Дальше пропускаем одну петлю, вяжем 3 столбика, потом пропускаем 2 петли, вяжем 3 столбика, и вот так чередуем через одну или через 2 петли, вяжем по 3 столбика с одним накидом. Провязываем так до конца ряда. Следующий ряд: 3 воздушных петли подъема и вяжем то же самое, в эту же петлю еще 2 столбика с одним накидом. Но здесь уже последний столбик не довязываем до конца, оставляем 2 петли на крючке и сейчас будем заводить сюда белую нить. Протягиваем вот так белую нить и под следующую арочку уже белой нитью вяжем 3 столбика с одним накидом. Третий столбик также аналогично не довязываем, оставляем 2 петли на крючке, поднимаем желтую нить и следующие 3 столбика вяжем желтой нитью, последний столбик не довязывая. Продолжаем таким образом провязывать весь ряд, чередуя белые 3 столбика и желтые 3 столбика. Нить, которая сейчас не в работе, протягиваем под столбики. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Желтую нить опускаем и следующий ряд весь вяжем
по 3 столбика с одним накидом белой нитью. Вот весь ряд провязали белой нитью. Теперь меняем нить на желтую и закрываем ряд соединительным столбиком желтой нитью. Дальше будем весь ряд провязывать желтой нитью. Вяжем точно так же. Каждый ряд начинаем с 3 воздушных петель подъема и вяжем по 3 столбика с накидом, только желтой нитью. Провязываем так 2 ряда. Затем будем провязывать 2 ряда снова белой нитью, потом снова 2 ряда желтой. 3 раза ввязываем белую нить, то есть у нас будет 3 раза по 2 ряда белой нитью. Вот такой у нас получается узор. Закрываем ряд соединительным столбиком, переходим к следующему и продолжаем вязать. Здесь можно, конечно, экспериментировать. Я беру только 2 цвета нити, ну, у меня такой заказ от ребенка, а вы можете взять даже 5 цветов и каждый ряд менять на другой цвет. Вот всего я провязала 18 рядов. Из них вот эти по 2 ряда 3 раза белой нитью, остальное все желтой. Теперь меряю ширину 11 у меня получается. И длина, вот здесь сейчас смотрю, длина 15. Так как у меня длина стопы нужно на 24 сантиметра, поэтому достаточно. Можно привязывать уже боковые части. Отмечаю центральные 12 петель маркером. По рисунку хорошо видно. 4 раза по 3 столбика с одним накидом. Снимаю первый маркер и с этой петли начинаю вязать столбики с одним накидом по кругу в каждую петлю. Здесь уже в каждую петлю столбик с одним накидом. 3 воздушные петли подъема. И дальше в каждую петлю столбик с одним накидом. Вяжем до следующего маркера. Провязываем ряд до конца. В конце ряда снимаем маркер, в эту петлю провязываем последний столбик с одним накидом и разворачиваем уже вязание. Снова 3 воздушные петли подъема и вяжем в обратном порядке столбиками с одним накидом в каждую петлю до конца ряда.
Вяжем поворотными рядами дальше и провязываем так 7 рядов. Вот провязали мы 7 рядов. Теперь мы можем уже, сейчас замеряю длину. Так, получается у нас 21, ну где-то 21,5 сантиметр. Все, пора вывязывать пятку. Для пятки делим вот этот ряд на 3 части. У меня тут всего 34 петли. И я разделю, центральные будут 12 петель и по 11 петель с обоих сторон. Да, вот эту нить нужно обрезать, она нам пока не нужна. Так, 11 петель отсчитали, маркер вставим. С другой стороны я сейчас тоже отсчитаю 11, тоже маркер ставим. И начинаем уже вязать пяточку. Проверяю количество петель, чтобы все было по центру. Так, все правильно, с боков по 11 и центральные 12 петель. Вяжем по лицевой части и крючок заводим в петлю перед маркером. Маркер снимаем, протягиваем нить и вяжем столбик с одним накидом через петлю от крючка. То есть ту петлю, в которой у нас был маркер отмеченный, мы ее не трогаем. Через петлю столбик с одним накидом. Затягиваем его. Это первый столбик. И дальше вяжем еще 11 столбиков с одним накидом. Всего у нас должно быть 12 столбиков. У нас было 12 петель отмечено. Вот дошли до маркера. Проверяем количество столбиков, чтобы было их ровно 12. Убираем маркер. Петлю, из которой вынули маркер, пропускаем. И дальше вяжем 3 столбика соединительных подряд. 3 соединительных столбика. Разворачиваем вязание и вяжем столбики с одним накидом с той петли, из которой у нас последний столбик. С этой стороны он первый столбик. Вот он первый столбик, и с него начинаем вязание. Над соединительными столбиками ничего не вяжем. Стараемся его провязать плотненько, чтобы не было потом отверстий лишних. И провязываем в обратном порядке 12 столбиков с одним накидом. Провязали 12 столбиков, снова пропускаем одну петлю и вяжем 3 столбика соединительных.
Разворачиваем вязание. И опять с первого столбика с этой стороны вяжем столбик первый с одним накидом. Над столбиком столбики. Там, где у нас соединительные петли, их мы просто пропускаем. В конце ряда все провязываем аналогично. Последний 12 столбик, одну петлю пропускаем, затем 3 соединительных столбика и разворачиваем вязание. Вот таким образом мы провязываем остальные ряды. Вот я провязала уже 6 рядов. Теперь провязываю еще 2 ряда и заканчиваю пятку. Следующий ряд делаю уже обвязку по кругу. 3 воздушные петли, как всегда в начале ряда, и дальше в каждую петлю столбик с одним накидом по кругу до конца ряда. Все, ряд закончила, нить теперь обрезаю и сделаю обвязку еще 2 ряда белой нитью и 1 ряд рачьим шагом. Но в оставшиеся 3 ряда я буду ввязывать резиночку, чтобы носочек сидел плотненько на ножке и не соскальзывал. Вот у меня есть такая белая резиночка, достаточно тонкая она. И вот ввязываю ее просто под белую нить. Когда вяжу столбики без накида, протягиваю резинку под эти столбики. Вот привязала резинку 3 воздушными петлями подъема. Дальше забираю оба конца резинки и начинаю ее обвязывать столбиками с одним накидом по кругу. Когда обвязываю резинку, постоянно ее подтягиваю, чтобы она немножко была плотнее, но не сильно, чтобы потом ножку можно было вставить. Вот 2 ряда у нас провязаны. Я резинку также вела по кругу, в оба ряда ввязала, и теперь рачьим шагом обвязочный край. Но это то же самое, что столбик без накида, просто вяжется в обратную сторону. Так я вяжу справа налево, да, каждую петлю столбик без накида, а при рачьем шаге мы вяжем слева направо. Резинку уже прокладываем направо и начинаем вязать столбиками без накида рачьим шагом. Вот такой обвязочный край у нас получается. Все, наши носочки готовы. Мы сделали обвязочку. Все хорошо. Теперь осталось проверить, где остались какие-то концы нитей, спрятать их. И все, работа готова.
Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я на них обязательно отвечу. И до новых встреч!